Всем привет! В предыдущем видео показывал, как прошить кожу сидельным швом французского типа. Шов елочкой, косой шов, в общем, по-разному его называют. Суть одна и та же. То есть получаем вот такой вот шов, как бы с косыми стежками. Очень большой интерес вызвало это видео, много просмотров, различных комментариев, кто там вопросы задает, кто рекомендует посмотреть другие видео, какие-то советы, критика. То есть за все это я очень благодарен. Значит, остался один момент, вот, который больше всего как бы вызвал реакции. Это то, что получается косой шов у нас с лицевой стороны, вот, а с обратной стороны выходит пунктирная линия, то есть шов выходит прямой. Вот. Я не скажу, что даже я не совсем согласен с тем, что это неправильная прошивка, из-за того, что, к примеру, если прошивать ремень, то с обратной стороны все равно как ложится нить. Да, она ложится прямой линией, это не криво там как-то стежки идут, и такая прошивка имеет право на жизнь. Вот. Но если мы, допустим, будем прошивать кошельки, то там очень важно, чтобы с двух сторон была елочка. Я задался этим вопросом, пересмотрел кучу различных видео, сложно как бы выделить какое-то конкретно, которое помогло мне, допустим, разобраться в этом вопросе, потому что все шьют как бы одинаково, но именно тонкости никто не раскрывает. Они как бы шьют, вот мастера, да, и у них все получается, но никто не рассказывает конкретно, как это сделать, как добиться этого результата. На самом деле в этом шве важна каждая деталь, каждая мелочь, там, от направления отверстий, допустим, от направления этого угла, там, потом как бы ширина отверстий, толщина нити, толщина кожи, направление, куда шьем, это все имеет значение. Даже как мы там перекладываем иголку, это все важно, потому что сколько я прошил, тренировался очень много. В итоге только вот один как бы вариант у меня вот получился. Это бирюзовая нить, можно видеть, она с косыми стежками с лицевой стороны и с косыми с обратным. В этом видео я как бы запишу дополнение до первого видео об этом шве французском и уже покажу, как прошить, вот, чтобы было косые стежки были с обеих сторон. Перед началом прошивки еще скажу несколько слов о шиле. Стоит ли его вообще использовать при прошивке? Есть пробойники, у которых шире зуб, и есть мягче кожа. Тогда иголку можно продеть без шила, просто шить иголкой и не использовать шило, как бы не тратить на это время. Есть же кожа, вот как у меня, допустим, 3,5 мм толщиной, ременная, она жесткая. И пробойники я сегодня использовал обычные китайские, то есть здесь очень узкое отверстие. Просто продеть сюда иголку не получится. То есть для этого нужны большие усилия, или же, не знаю, там пассатижами это все тянуть. В общем, это сложно. Проще будет использовать шило для того, чтобы расширить наше отверстие, и иголка прошла легче. Вот, по рекомендации я использую сегодня нить толщиной 0,45 мм, то есть она как бы на ней будет более наглядно показать именно вот эти вот косые стежки. Все то же самое, иглы, как и в предыдущем видео, кожа растишка, ременная, то есть единственное, что она сегодня немножко потолще. К сожалению, не сохранилось видео, которое записал до этого, уже половину прошил и оно не сохранилось. Покажу повторно. Значит, первое, на что обращаем внимание, это направление вот этих вот отверстий под шов. Я шью обычно на себя. В таком случае, при таком варианте прошивки,
отверстия должны идти как бы от нас, наклон должен быть от нас, то есть верхняя точка отверстия, она должна быть дальше от нас, чем нижняя. Вот, ну, вот таким вот образом. Теперь, значит, прокалываем отверстие, вот, расширяем шилом, особенно в временных кожах. Дальше как бы продели нитку, поравняли кончики, вот, потянули, чтобы у нас одинаковый отрезок нити был с обеих сторон. Второе отверстие прокалываем, расширяем. Нить, в общем, я их поделю на левую и правую и буду таким образом объяснять. То есть та, что с обратной стороны у нас сейчас, это будет левая нить, мы ее заводим в отверстие. Заводим в отверстие именно в нижней точке отверстия. С этой стороны вот таким вот образом подкладываем правую иголку под левую иголку, да, то есть не на нее сверху накладываем и вынимаем, а под нее. Вынули, потом пальчиком делаем натяжку вниз и правую иголку продеваем уже в верхнюю точку нашего отверстия. И чтобы получился более косой стежок, еще затягиваем вот так вот нити, немножко под наклоном тянем. Второй стежок делаем также. Прокололи шилом. Иголка. Вот под нее. Заводим. И затягиваем. Третье отверстие. Расширили. Заводим иголку с левой стороны. Достаем здесь. Запускаем. То есть здесь очень важно, по сути, правильно располагать нить в нашем отверстии. То есть та, что слева нить, она у нас должна идти внизу отверстия. Вот мы ее сейчас натягиваем и оставляем внизу. А правая нить у нас идет вверху. Пробовал несколько вариантов там, и направления отверстия, чтобы было другое. Вот, и направление прошивки. В общем, только в этом вот случае у меня получилось добиться желаемого результата. Как мы видим, с обратной стороны, то есть с левой, у нас получаются тоже как бы косые стежки. Что с этой стороны у нас происходит при прошивке? Прокалываем шилом. Наверное, вот так вот будет виднее. Шилом прокололи. Заводим нашу иголку в отверстие. И вот правая игла, когда у нас выходит, она выходит у нас в верхней точке отверстия. И у нас получается с левой стороны вот такая вот петелька. То есть иглу мы заводим, получается, в эту петельку и накидываем нить на иглу вот таким вот образом. И получается, и делаем натяжку. То есть прокололи. Нить опускаем вниз нашего отверстия. Запускаем потом правую иглу именно в верхней точке отверстия. И вот здесь петелечка, она у нас как бы накидывается. Таким образом делаем еще несколько стежков. Так. И еще раз. При разных вариациях положения
иглы, нити, затяжки этой выходит разный результат. Ну и теперь уже ракурс, если посмотреть глазами мастера, который шьет, то есть получается следующая картина. Прокалываем, заводим нашу левую иголку, принимаем, пускаем нить вниз, здесь накидываем и делаем затяжку. Еще раз то же самое. Вот, прокололи. Запускаем иголку с левой стороны, с правой и затягиваем. Вот. Прокололи. С левой стороны запустили, с правой приняли. Здесь с левой накинули петелечку и затягиваем. Еще раз запустили. У нас получается такая петелечка. Закидываем и затягиваем. Здесь еще вот хочу обратить внимание, для чего нужно шило. Вот здесь можно видеть, что пробойник он не прошел насквозь, чуть-чуть не добил отверстие, поэтому шило мы как бы прокалываем, проделаем отверстие сквозное уже. Теперь, если нам нужно сделать обратный стежок, уже шило для этого не нужно. Значит, я нити запускаю. Вот если, допустим, у нас нить здесь вышла внизу, то есть внизу отверстие, то же самое, обратный стежок я запускаю как бы в предыдущее отверстие, именно в нижнюю точку. Вот. Когда мы затягиваем, тогда у нас они здесь ровненько ложатся и более красивенько. То же самое выходит и с обратной стороны. Запускаем и делаем. И вот так вот парочку таких стежков обратных. И потом просто запаиваем. Нить синтетическая, поэтому запаиваем это все зажигалкой. Где-то мои ножнички были. Ну, это длинные, конечно, получились кончики, но в принципе где-то так. И вот, собственно, что у нас получается. Значит, стежки идут под наклоном, это с лицевой стороны, и под наклоном идут с обратной стороны. Сложно сказать, насколько правильная прошивка. Вот, комментарии были, что то неправильно или то правильно. В общем, очень сложно сказать, какая правильная прошивка и как это правильно делать, потому что в большинстве случаев, как вот в моем, это... Ну, сам к этому пришел, насмотрелся видео, получилось, все, шьем так. А вот именно объяснить какие-то тонкости, почему так, и, допустим, как сделать, к примеру, прошивку, если шить
от себя, к примеру, или чтобы отверстия были наклонены на тебя, чтобы получить такой шов, что нужно сделать. То есть именно сам принцип, ну, этого я в видео не нашел. То есть вот методом проб и ошибок прошивал, да, и добился вот такого вот результата. Для того, чтобы как бы отточить навыки прошивки, уже закрепить знания полученные, сделал себе, вот пошил такой ремень в брюки и полностью все детали прошил по контуру данным швом, то есть французского типа. Вот он, получился косые стежки. Скажу честно, наверное, где-то на первых уже 20 сантиметрах прошивки ременной полосы хотелось все бросить, потому что это очень долго и нужно быть усидчивым. Здесь шаг 3:38, выходит, шил где-то часов 6 ту полосу. Плюс еще решил прошить тренчики, сделать их такие объемные. То же самое ременная полоса, она состоит из 2 слоев. И еще вот 3-я вставка для жесткости. Такой получился ремешок интересный. Так что всем рекомендую, чтобы все как бы отточить навыки, пошейте что-то для себя, примените подобную технику прошивания, и тогда уже вы будете как бы понимать, что и как, и руки будут уже автоматически выполнять все как бы операции. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.